Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня будет необычное видео. Оно будет о программе «Снаряди пастора», но несколько видео на канале тоже есть об этой программе. Но сегодня будет необычное даже видео о программе «Снаряди пастора», потому что во время прошедшей майской конференции в Самаре мы смогли взять небольшое интервью у нескольких, кажется, их будет 5 человек, у нескольких участников этой программы, где они немного рассказывают о себе и немного рассказывают о благословениях, которые получают через программу. Поэтому это наш такой небольшой отчет и небольшое знакомство с теми, кто участвует в этой программе по бесплатному получению книг для служителей. Поэтому милости просим, сейчас вы посмотрите это небольшое интервью. Молитесь об этой программе, мы видим, что это большое благословение для служителей, мы хотим развивать ее. Молитесь об этом, заполняйте анкету, она будет прикреплена под этим видео, если вы еще не заполнили анкету. Если вы участник этой программы, то радуйтесь тоже, читайте книги, пишите отзывы для того, чтобы продолжать свое участие здесь. Приятного просмотра! Меня зовут Олег Трофимов, я служитель города Саранска. В прошлом году было рукоположено на пресвитерское служение. Меня зовут Андрей Назаров, я являюсь служителем церкви города Кулебаки, это в Нижегородской области. Меня зовут Евгений, я служу пастором в Ростовской библейской церкви Слова Благодати. Всем привет, меня зовут Денис, я из Амурской области, из города Свободного, где уже около 10 лет несу служение пастора. Меня зовут Сантисбай, я с города Уральска, Казахстан. Пастор церкви города Никольска, Пензенской области. Я являюсь участником программы «Снаряди пастора». Это на самом деле классная программа. Мало того, что эта программа позволяет читать книги, так она еще и мотивирует к тому, чтобы их читать и писать отзывы. Это вдвойне вдохновляет, потому что в работе реального пастора есть много трудностей, из-за которых пастор может сбить свои приоритеты и ориентиры и начать заниматься чем угодно, кроме изучения Писания, кроме чтения Библии, кроме духовных дисциплин. Так эта программа, это та самая программа, которая нужна, я думаю, каждому пастору, чтобы держать себя в дисциплине и читать книги. Я очень рад, что участвую в этой программе «Снаряди пастора», получаю очень хорошие книги, получил те книги, которые я хотел сам приобрести. Для меня лично это служение стало большим благословением. Я уже получил книги несколько раз. И действительно, это очень ценные ресурсы. Я думаю, что многие пасторы в России помнят то время, когда книг было очень мало. И сегодня мы имеем такое благословение, когда есть доступ к этим замечательным ресурсам. И более того, служение «Снаряди пастора» бесплатно присылает служителям замечательные книги, которые являются ободрением для вашего служения, для жизни церкви. Несколько месяцев назад я узнал о такой программе, как программа «Снаряди пастора». Я сначала немножко скептически отнесся к этому, не знаю, что это такое, но потом, немножко узнав подробнее, я увидел, насколько это замечательная, благословенная такая возможность для каждого служителя, где каждому предлагается возможность совершенно бесплатно в течение определенного срока читать хорошую, качественную, проверенную литературу, книги очень известных, замечательных авторов. Я благодарю Господа, что вы действительно трудитесь и нашли эту информацию и даете возможность служителям в Казахстане использовать ее, и читая, действительно обогащается мировоззрение и понимание о церкви больше, глубже. И я благодарен, что я имею эту возможность сегодня читать, вникать и действительно применять это слово, которое оно дает силы на служение в дальнейшем. Программа «Снаряди пастыря», скажу, замечательная, особенно для нас, пастырей малых церквей, где нету такого обучения, нету такого сильного подхода, как в больших церквях. Ну, хочу сказать, что вот книги дали
очень много и для церкви, для роста, для знакомства. Мы увидели, как Христос может просто, ясно действовать через свое слово. И благодаря тем братьям, которые, вы, наверное, грамотный, что послание к Ефесянам в 4 главе он поставил пастырями, учителями. Так вот эти вот учителя, братья, которые сегодня говорят нам через книги, или точнее Христос говорит нам через их книги, через вот их учебу, очень много пользы приносит церквям. Одна из последних книг, которую я читал, называлась «Руководители церкви», и автор буквально зацепил меня на первых страницах. Он сказал, что в служении любого пастора есть время, которое можно назвать то, чему меня не учили в семинаре. Я понял, что эта книга про меня, эта книга для меня, эта книга будет ободрять меня, будет обличать меня порой, и она будет вдохновлять меня на пасторское служение. На данный момент я читаю книгу Эдварда Элча «Когда люди большие, а Бог маленький». Очень ценные мысли, особенно что касается, как мы зависим от мнения других людей. Очень важно поставить Бога на свое место в нашей жизни. Первый раз мне прислали книги из серии «9 признаков служения церкви». Я очень так достаточно интересно мне было читать эти книги, было много полезных вещей. Но, наверное, самое, что сейчас мне чем хотелось бы поделиться, это книга из серии «9 признаков», которая связана с благовестием. Именно было очень так ярко и интересно для меня услышать идею о благовестии как о культуре в церкви. Я сам сейчас в своей церкви пытаюсь подобные вещи продвигать, и это было очень полезно для нас. Лично для меня очень большим благословением стала книга Пола Трипа «Орудие благодати в руках Искупителя». И в этой книге говорится о том, что служение душепопечения – это служение каждого христианина. Каждый день мы, даже, может быть, не замечая этого, мы консультируем, мы становимся душепопечителями. И наша задача быть именно орудиями Божьими, орудиями Божьей благодати. Книга, которая мне особо понравилась, это «Церковная дисциплина» Лимана. В чем ее подход? Очень замечательный. Вы знаете, в наших церквях принято говорить о церковной дисциплине, и сразу как-то вот в церкви, у члена церкви съеживается внутри все. Но брат вот такой подход дает, именно подход благодати, любви, и начинает говорить, что ведь это любовь к тому вот заблудившемуся члену церкви, любовь к миру, любовь к самой общине, любовь ко Христу прежде всего, и защищается его доброе имя. И на фоне этого уже сама община приобретает такой взгляд, что это нужно, это хорошее дело, это прекрасное дело, и уже нету съеживания, а есть конструктивное решение вопросов. Я благодарен Господу, конечно же, за эту программу. Она необходима нам в нашем российском контексте, даже для тех пасторов, которые не могут финансово себе позволить эти книги. Есть люди, братья, которые жертвуют деньги для того, чтобы они читали. Поэтому я хочу призвать также всех пасторов, которые еще думают о том, вступить в эту программу или нет, быть ее участником или нет. Не думайте, братья, вступайте, читайте, и пусть Господь вас в этом благословит. Еще раз хотел бы сказать, что служение снаряди пастора – это большое благословение для служителей. Участвуйте в этом, молитесь об этом, и пусть Господь вас благословит. Считаю, что каждому пастору нашей страны, нашей России просто необходимо участие в данной программе, потому что это действительно замечательный ресурс. Не нужно проверять уже эти книги, их просто нужно читать и применять. Спасибо вам. Я благодарю вас и прошу, чтобы вы еще больше могли это дело делать для того, чтобы служителя, особенно в малых церквях, то есть в маленьких группах, могли подниматься
и служить Господу еще больше и эффективнее. Ну, очень благодарен и братьям благодарен, через которых Господь действует. И они и хорошими такими сосудами являются. Вот. Ну, и не только я, но и многие мои пастыри вокруг, с которыми мы имеем общение, мы общаемся эти книги и много дают очень пользы для наших церквей.